Вселенная образовалась в результате Большого взрыва 13,8 миллиарда лет назад, в процессе которого также возникли пространство и время. То есть их не было до этого, потому что до этого их вообще не было. В этом начале, когда образовалось пространство, пространство расширилось, что продолжается и сегодня. Движется со скоростью, превышающей скорость света. Но только на доли секунды, может быть на несколько секунд. В то время Вселенная тоже состояла только из излучения. Из этого излучения конденсировались первые элементарные частицы, что-то вроде кварков, электронов, протонов и нейтронов. Через некоторое время протоны захватили электроны и образовали водород. И это был практически первый нуклеосинтез. Протоны и нейтроны и еще один протон столкнулись друг с другом и образовали гелий с двумя протонами в ядре. Вселенная уже находится в процессе этого. Она продолжает расширяться. И начало электронов и протонов также примерно в 5 раз эффективнее, чем столкновение протонов, протонов и нейтронов с образованием гелия. И по той причине, что захват электронов намного эффективнее протона, водорода намного больше, чем гелия, а именно в начале примерно на 80% больше воды и 20% гелия. Это так и по сей день. Наше Солнце примерно такого же состава, и вся Вселенная все еще примерно такого же состава. Были и другие столкновения протонов с гелием, например. И при этом могло образоваться немного лития, но на самом деле очень-очень мало. И эти частоты немного представлены на этой диаграмме. Итак, вот частоты элементов относительно водорода. Значит, водород здесь наверху. Вот эта плотность внизу, сейчас это не так важно, это эволюция. Ранняя Солнечная система имеет решающее значение. Или здесь должна быть показана только частота, так что здесь наверху. Больше всего водорода, логарифмическая шкала по оси y, затем различные изотопы гелия, еще один изотоп водорода, а затем совсем немного, да, если вы посмотрите на это. Вот 10 порядков. Здесь совсем немного лития. Так вот, что это за материал, который возник в результате Большого взрыва и поэтому называется ядерным синтезом Большого взрыва или Большого взрыва. То есть водород в основном на 80%, гелий на 20%, а затем еще немного лития. Большинство элементов образуется либо в результате Большого взрыва в звездах, либо в результате взрыва звезд. Однако есть три легких вещества, а именно литий, бериллий и бор, которые не могут быть получены в этих процессах или только в следовых количествах, как, например, литий при Большом взрыве. И эти три элемента затем образуются в результате баллационных реакций в кишечнике. Расщепление означает, что некоторые ядра, например, подвергаются бомбардировке или поражению протоном, и этот протон затем, возможно, выбрасывает два протона из ядра. И в результате получается новый элемент. Примером этого может быть 12 атомов углерода, которые подвергаются бомбардировке от удара протоном. При этом два протона выходят и таким образом превращаются в ядро из 11 бора, а затем, соответственно, в элемент бора. Или в другой реакции, опять же, если у вас есть углерод, а затем в него снова попадает протон, то выходит 4 протона, а также еще 2 нейтроны выходят. И при этом он превратится в 7 литий, то есть в элемент лития. И в результате этих реакций деления образуются именно эти три легких элемента. Вот почему они так редки. Звезда образуется в результате коллапса огромных молекулярных облаков. В центре этих молекулярных облаков давление продолжает расти, и в какой-то момент атомные ядра атомов водорода, то есть протоны, сближаются так близко, что преодолевают кулоновский барьер, взаимодействуют друг с другом, образуя новый элемент или изотоп. И этот момент, когда эти два протона образуют новый элемент или изотоп, называется зажиганием звезды или рождением или началом звезды. А что именно происходит внутри звезды и какие еще процессы слияния я хочу здесь изобразить? Все начинается, как только что было сказано, с сжигания водорода. При этом два атома водорода сливаются и образуют дейтерий. Затем образуются электроны, нейтроны, гамма-лучи или что-то еще, к чему я сейчас перехожу. Не вдавайся в подробности здесь. Дейтерий затем снова взаимодействует с водородом и образует первый гелий, то есть первый другой элемент. Гелий-3, то есть два протона, нейтрон и два таких ядра гелия, могут затем образовывать гелий-4, то есть два протона и два нейтрона. После того, как все эти реакции синтеза закончатся и будет произведен гелий,
он сможет перейти к следующему этапу горения, а именно к горению гелия здесь. Наше Солнце, например, доберется туда, тоже может немного гореть гелием. Но тогда нашему Солнцу конец, у него просто нет большей массы. Чтобы иметь возможность производить больше элементов, нужны гораздо более массивные звезды. То есть, как далеко вы продвинетесь в этой последовательности, во многом зависит от массы звезды в начале. Тогда вы сможете сгореть здесь, в гелии. Два атома гелия сливаются, образуя бериллий. Бериллий снова может образовывать углерод вместе с гелием, а углерод снова с гелием, а затем кислород. Итак, здесь мы хотим проиллюстрировать, что для того, чтобы действительно возникли следующие элементы, всегда требуется производство элементов. И здесь действительно показана последовательность, что только после образования определенного элемента или изотопа действительно может образоваться следующий элемент или изотоп. Здесь также может образоваться следующий будет. После горения гелия, которое уже давно закончилось для нашего Солнца, наступает 10О, который назван так потому, что в этом цикле, как мы скоро увидим, образуются элементы, но в конце этого цикла снова появляется элемент, который также находится в начале, и который называется 10О. Все тогда может начаться заново в той форме. В деталях это выглядит так. Здесь делается пластик. 12 используют вместе с водородом, затем из него образуется азот-13. Азот-13 затем может быть преобразован в углерод-13, который в свою очередь превращается в азот-14, из которого вместе с водородом выделяется кислород-15. Из кислорода-15, азот-15, из этого азота-15, затем снова углерод-12. И с этого все началось. Это означает, что здесь в конце вы как раз подходите к углероду-12, который также находится в начале, и это цикл. Все начинается сначала. Весь углерод затем переходит к сжиганию углерода, и здесь может образоваться ряд элементов, таких как магний-24, магний-23, а также натрий, неон и так далее. После сжигания углерода вам нужны все более массивные звезды в начале, чтобы это работало, переходите к сжиганию кислорода. А затем атомы кислорода сливаются и образуют серу, фосфор и что-то вроде кремния, например. И, конечно же, целый ряд других элементов. И в конце концов с кремнием, если у вас есть очень массивные звезды, эти две звезды могут слиться, чтобы в конечном итоге получить железо. Все еще молодой. Сейчас дело не в том, что с железом это в принципе прекращается. Это всегда означает, что до железа дело не доходит, потому что именно термоядерный синтез высвобождает энергию. Все остальные элементы тоже нуждаются в энергии. Но в звездах могут образовываться и тяжелые элементы. Но в общем, это первое, что нужно иметь в виду. Звездный нуклеосинтез понимает, что все эти элементы образуются здесь, вплоть до железа, на разных стадиях. И эти разные стадии часто можно увидеть в звездах, в разных оболочках, в которых происходят эти разные процессы. Но это в принципе нуклеостелларный нуклеосинтез, элементы вплоть до железа. Элементы тяжелее железа нуждаются в энергии для своего образования, в то время как элементы вплоть до железа выделяют энергию в процессе синтеза во время своего образования. Эта дополнительная энергия для образования тяжелых элементов теперь возникает в результате бомбардировки существующих элементов нейтронами. То есть у тебя есть элемент, и теперь он подвергается нейтронной бомбардировке. Теперь это может существовать в целом двумя способами. Либо элемент подвергается нейтронной бомбардировке в быстрой последовательности, либо он подвергается нейтронной бомбардировке в медленной последовательности. Например, после взрыва сверхновой нейтронов чрезвычайно много. То есть происходит быстрая последовательность нейтронной бомбардировки элемента. В звезде элементы также могут подвергаться нейтронной бомбардировке, но тогда это происходит довольно медленно. И именно поэтому проводится различие между этими двумя элементами. И именно поэтому эта быстрая последовательность или быстрый темп на английском языке называется R-процессом. А при медленной последовательности обстрела это происходит медленно. Это называется соответствующим S-процессом. Как это работает сейчас в деталях? И для этого мы смотрим на ядерную карту. На ядерной карте или ядерной карте представлена систематика ядер элементов. На оси Х здесь количество ядер Х, изображенные в ядре элемента, все больше движется в этом направлении. А на оси Y показано количество протонов в ядре, все больше увеличивается. Это означает, что химические элементы здесь практически сложены друг на друга.
А теперь давайте рассмотрим пример здесь и сейчас. Германия. И вот этот пробел, который мы на мгновение игнорируем. Давайте посмотрим на Германии 74 очень конкретно. Если этот Германии 74 подвергается нейтронной бомбардировке и нейтрон застревает в Германии 74, то при этом образуется Германии 75. Обычный 75, как вы можете видеть, нестабилен. Он распадается в бета- с выделением электронов с образованием ЭКН-75. Так что распадется ли он сейчас с образованием ЭКН-75, зависит от двух факторов. Во-первых, каков период полураспада Германия-75, он короткий или длинный, а во-вторых, на Германии-75 очень быстро снова попадает еще один нейтрон. Потому что для получения Германия-75 требуется еще один нейтрон, чтобы произвести Германии-76. Это, как я уже сказал, работает только в том случае, если период полураспада очень большой, так что он сохраняется в течение длительного времени. Или если нейтрон снова попадает в него очень быстро. Сейчас, как правило, периоды полураспада этих элементов, этих изотопов, довольно короткие. То есть, как правило, все эти элементы распадаются здесь на бирюзовые, но также и на зеленые, то есть все радиоактивные. Относительно быстро на другой элемент, обычно за минуты, может быть иногда за часовые дни или что-то в этом роде, но часто и за миллисекунды. То есть, чтобы создать здесь Джаманам-76, на самом деле нужна очень частая нейтронная бомбардировка. То есть все это должно происходить в процессе R. И этот Германии-76, следовательно, или эти элементы, как я уже сказал, зависят от периода полураспада, который сейчас находится здесь, как раз в этом месте. Нет, тогда эти элементы, такие как этот Германии-76, могут быть сформированы здесь только в процессе R. И поэтому также говорят, что это чистые ядра R-процесса, в то время как они могут образовываться дальше в процессе R и S. Конечно, возможно, что дальнейшая нейтронная бомбардировка и присоединение нейтронов приведут к образованию всех этих ядер здесь. Конечно, это становится все более маловероятным, потому что они снова распадаются между ними. Возможно, тоже один из них с таким коротким периодом полураспада, что сюда почти никогда не доберешься. В любом случае, как бы далеко ты ни зашел, все они распадаются. То есть вот это распадается, например, на бром. Вот это, например, распадается на криптон. И вот это, например, распадается на этот криптон 86. То есть этот криптон 86 здесь может быть получен из процесса R по этому пути. Но он также может быть получен с помощью процесса R по этому пути здесь. То есть этот криптон то же самое верно и для Германии. Он также может быть получен каким-то образом здесь. То есть эти чистые ядра R-процесса могут быть получены вот этими разными путями. Если он чистый, возможно, в нем есть еще немного S-процесса. Но в целом вы попадаете сюда именно этими путями. Так что всегда происходит накопление нейтронов, а затем наступает распад. Вы попадаете ко всем этим стабильным элементам здесь. И это позволяет объяснить образование всех этих тяжелых элементов с помощью процесса NR. Коротко еще об этом разрыве. Это не должно быть большой проблемой для Германии сейчас, даже если это скорее S-процесс. Потому что если 70 Германия в результате S-процесса производит этот Германии здесь, то в этом направлении он распадается на этот галлий. Возможно, снова в процессе S он движется в этом направлении, затем распадается, затем вы получаете этот Германий, и в результате дальнейших S-процессов вы попадаете сюда. Так что это вполне может сработать здесь таким образом. Все еще остается вопрос, создается ли это здесь как процесс, тогда это должно быть создано здесь и так далее. Ты можешь много играть с тем, что здесь работает, и можешь получать массу удовольствия от всего этого. Но теперь здесь есть еще несколько нуклеусов. И что-то вроде этого криптона, этого стронция, этого молебена и так далее. Все, что осталось, вот эти прибрежные острова. И вопрос в том, как они образуются, потому что, очевидно, они не могут образовываться в результате R или S процессов. Потому что направление распада на этой стороне, да, так и есть. В результате распада позитрона. Это означает, что не может быть, чтобы из этого селена каким-то образом в направлении, например, криптона, возникает. Так что здесь это не сработает. И как образуются эти элементы, эти изотопы, до сих пор не выяснено на 100%. Раньше предполагалось, что возможно это происходит в результате присоединения протонов.
Это означает, что если мы посмотрим на селен здесь, где из этого селена образуется протон, то, конечно, бром распадется здесь. Но ведь если быстро снова появится протон, то здесь может образоваться криптон. То есть два протонных скопления, тогда вы получите криптон здесь из селена. Представьте себе что-то в этом роде. Есть и другие процессы. Если раньше считалось, что это происходит в результате присоединения протонов, этот процесс также называют R-процессом. И, как я уже сказал, сегодня предлагаются и другие способы получения этих прибрежных островков здесь. Но в целом их объединяют под процессом R, так что когда вы говорите о ядерном синтезе, эти тяжелые элементы, то есть вы всегда имеете в виду этот процесс R и R. Кроме того, оказывается, что эти выступающие островки, то есть все эти изотопы здесь, очень похожи, редки. Так что этот процесс, конечно, должен происходить. У нас есть эти изотопы, но на самом деле это тоже действительно очень редко. Редкий процесс, который происходит здесь. И вот как все это работает, вот как все тяжелые элементы превращаются в торий, уран, висмут и так далее. Генерируется. S и P процессы. Нейтроны могут затем выделяться в звездах, могут быть еще и супер. Зарождаться или где-то еще, вот как работает этот нуклеосинтез. Это ядерная карта. Ядерная карта – это что-то вроде периодической таблицы элементов. Однако периодическая таблица элементов больше касается систематики электронной оболочки элементов. Ядерная карта теперь касается систематики ядер элементов. Поэтому и ядерная карта, потому что здесь речь идет о ядре. Вот теперь ядерная карта это веб-сайт. На веб-сайтах очень много ядерных карт с разной информацией. К тому же и сейчас это полная ядерная карта. То есть что-то вроде полной периодической таблицы, так что это тоже полная ядерная карта. Это интерактивная ядерная карта, и я сейчас немного увеличу масштаб, чтобы увидеть, как работает эта система ядерных карт и как мы можем ее использовать, чтобы получить информацию, так же как и периодическая таблица, чтобы получить информацию. Я увеличиваю масштаб, и ядерная карта всегда строится одинаково. Обычно всегда получается так, что вдоль оси Х отображается количество нейтронов, а вдоль оси Y количество протонов. Как я уже сказал, все дело в ядре, а ядро состоит только из протонов и нейтронов. И, соответственно, количество протонов также равно систематика просто показывает, сколько нейтронов находится в ядре, сколько протонов находится в ядре. Теперь он определяет количество протонов в ядре. Элемент, что означает, что элементы располагаются по оси Y здесь друг над другом. Мы тоже можем это видеть. Так вот, здесь, например, Прометей, Самарий, Европий, Гадолиний и так далее. Так что, очевидно, мы сейчас находимся в редкоземельных элементах. Вдоль оси Х теперь показано количество нейтронов и, следовательно, различные изотопы. Потому что изотопы определяют одинаковое количество протонов, но разное количество нейтронов, так что здесь разное количество нейтронов. Это также означает, что если я сейчас взгляну на гадолиний, посмотри, что все эти изотопы относятся к одному элементу гадолинию. В гадолинии очень-очень много изотопов, на самом деле во всех элементах очень много изотопов, так что 20-30 не знаю штук. Теперь здесь можно увидеть разные цвета. Один раз зеленый, один раз бирюзовый. Я не хочу здесь вдаваться в подробности. Дело в том, что все цветные изотопы радиоактивны и обычно распадаются очень быстро, в большинстве случаев секунды-миллисекунды. И именно в этом направлении зеленые распадаются до черных, а черные – стабильные изотопы. И бирюзовые снова распадаются в этом направлении до черных, до стабильных изотопов. То есть зеленый и бирюзовый – это как бы два фланга распавшихся изотопов. А внизу в долине мы приходим к стабильным изотопам. И поэтому эти черные изотопы также называются долиной стабильности здесь, в этом месте, потому что именно туда перемещаются все стабильные изотопы. Это последнее, что у нас осталось в качестве информации. Или то, что всегда указывается в качестве информации на ядерных картах. Это разные вещи. Я очень сильно увеличиваю масштаб. И правда, это что-то вроде периода полураспада. Это действительно то, что представляет наибольший интерес для космохимии. То есть черный, конечно, стабильный, потому что он стабилен. Здесь у Си сейчас период полураспада составляет 137 дней. При этом Си 4,4 раза в 10 раз я точно вижу 16 лет, 90 часов и так далее.
Так что если ты интересуешься хронологией, то здесь можно почерпнуть всю возможную информацию. Может быть, какая изотопная система пригодится для датировки или что-то в этом роде, ты можешь посмотреть здесь. Но, конечно, важно не только для хронологии, но и для стабильных изотопов, если ты просто хочешь знать, сколько стабильных изотопов имеет элемент. Так что теперь, если я хочу знать, сколько стабильных изотопов имеет элемент, Изотопы, например. Пример для подражания. Неодим находится здесь, а потом я подхожу сюда и начинаю считать, и вижу 1, 2, 3, 4, может быть еще один, вероятно, не спрятан. Значит, неодим имеет 4 стабильных изотопа. Значит, такова ядерная систематика. Я еще раз увеличиваю масштаб, чтобы лучше рассмотреть эту долину стабильности. Да, теперь ты можешь очень хорошо видеть это место, эту черную долину стабильности. Ты также можешь видеть, что с очень тяжелыми изотопами все они на самом деле нестабильны, и это также уран, торий, плутоний и так далее. Это все нестабильные изотопы, стабильные, все они немного легче. Вот как работает ядерная карта, это систематика атомных ядер или изотопов. И вся информация, которая там записана и которую потом можно извлечь оттуда для различных применений в космохимии. Солнечные зерна характеризуются тем, что их изотопный состав чрезвычайно отличается от изотопного состава средней Солнечной системы. Давайте посмотрим на 3 стабильных изотопа кремния. Это 28 кремний примерно на 92%, 29 кремний на 25% и 30 кремний примерно на 30%. Так что теперь это будет означать нашу Солнечную систему. Если мы сравним это с зернами присолона, то может быть это всего лишь 1% кремния, может быть 3% кремния на 29. Так что если мы сравним это с зернами присолона, то может быть это всего лишь 1% кремния, может быть 3% кремния на 29. Так что 1% кремния 30 и соответственно тогда может быть сейчас здесь 96% кремния 28. Так вот, что это были бы сейчас здесь на присолане. Гипотетически они могли бы быть как-то иначе, может быть это как-то похоже или что-то еще. Определенно сильно отличается. Изменение в Солнечной системе было бы больше похоже на что-то вроде 2,999 или что-то в этом роде. Так что все еще очень близко к реальному. Солнечные батареи больше не могут быть близки к этому, они действительно далеки от этого. Теперь это можно использовать для определения солнечных батарей. И для этого можно использовать, например, техники на месте, как здесь. Итак, вы смотрите на тонкий слой и смотрите на изображение изотопа. То, что ты видишь сейчас, если сравнить это зерно с этим зерном, то есть с кремнием 28/30, здесь может образоваться соотношение. И тогда получится определенное значение. Это значение, вероятно, будет таким же, как между этими двумя зернами. Ты уже можешь видеть это визуально, потому что разница в яркости между двумя зернами примерно такая же, как здесь. В этом случае ты почти видишь. Никакой разницы. Это видно потому, как цветовая гамма нормализуется при съемке. Или даже вот эти зерна, они также будут иметь такое же соотношение, как и вот эти. Но теперь ты уже можешь видеть вот это зерно, оно помечено стрелкой. И здесь, и здесь. И там ты видишь, если составить соотношение 28 кельвинов кремнию 30, там все будет выглядеть совсем по-другому. И таким образом здесь было идентифицировано пресолярное зерно, которое имеет очень разный состав. Вот еще примеры, показанные с другими изотопными системами. Здесь в кислороде ты видишь зерно, и здесь ты уже совершенно ясно видишь, что оно очень сильно дымится. Вот и еще раз. Или даже здесь в кислороде, вот тогда с помощью дельта обозначения можно увидеть два зерна, которые отличаются друг от друга. Правда, другие зерна тоже разные, вот, например. Но они не такие разные, как между этими двумя здесь. Это главное. Кроме того, разница в яркости между ними такая же, как, например, между этими здесь или чем-то еще. И поэтому все они одинаковы, но эти двое здесь, они больше не похожи друг на друга. Здесь сейчас еще и фотография ПСЭ показана. Так что здесь вы можете идентифицировать их, все еще на снимке ПСЭ. Вы также можете сделать это с кремнием, изотопами, магнием и так далее. Вот как можно очень хорошо идентифицировать их в ВС2, чтобы, например, хорошо идентифицировать силикаты. Что это значит сейчас? Гранулы призелена очень разные по своему изотопному составу. И это однажды очень красиво показано в сюжете. Вот здесь на оси Х нанесено соотношение кислорода 16 к 18 кислородам. Так что это не дельта обозначение, а соотношение. И это потому, что в дельта обозначении значения будут настолько большими, что можно будет просто взять равные соотношения. Как и на оси Y имеет соотношение кислорода 16 к 17. И теперь все становится захватывающим.
теперь здесь в центре есть маленькая коробочка, а затем она расширяется. И вот здесь в этом расширении есть эти черные бриллианты. И эти черные бриллианты – это богатые кальцием и алюминием включения. Чи, которые содержатся в метеоритах и имеют самый большой разброс в изотропном составе кислорода во всей Солнечной системе. То есть то, что мы видим здесь, это изменение, которое было бы примерно таким, как здесь в верхней части коробки. Так что вся эта вариация – это вариация нашей Солнечной системы. И теперь, когда ты сравниваешь это с зерном Прайс-Соларана, ты понимаешь, что это Прайс-Солан. Сохранившиеся зерна здесь имеют значительно большие вариации, чем то, что мы наблюдаем в Солнечной системе. Масштаб здесь логарифмический от 10 до 0, от 10 до 5, 5 порядка величины. И это то, что мы видим в зернах консервах, тогда как в Солнечной системе мы видим здесь в середине, где даже не один порядок величины, а всего несколько промилле. И это огромная вариация. Теперь кислород, снова показано бурление различных минералов. Так что здесь наверху оксиды-силикаты, состояние называется зернами бриссолы в данном случае. И вот сейчас показано, что впервые их можно разделить на группы. Ты можешь пойти и сказать, вот это группа 1, вот эти черные точки, вот это группа 2, вот эти красные точки и так далее. Так что, очевидно, здесь есть систематика. Тогда еще можно определить с помощью звездных моделей, в какой из звезд или в каком жизненном цикле звезды они могли образоваться. Например, здесь это были бы красные гиганты и звезды ЭКП. Здесь наверху это, наверное, были новые экраны, я пока точно не знаю. Они, вероятно, происходят от сверхновых типа 4 и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И это действительно здорово, что мы не только имеем эти зерна, но и можем сказать, из каких звезд или из какого жизненного цикла звезды они произошли. Тогда ты видишь все это, например, для кремния. Дельта взяли здесь сейчас, но ты сразу видишь, насколько велики значения. 1000-2000 в Солнечной системе, если это будет много. Мы, возможно, дойдем до 1 промилле или что-то в этом роде. Здесь у нас сейчас 1000, то есть на порядок больше. Это сейчас есть и в других зернах, которые, например, не содержат кислорода, кремния, нитридов кремния. И здесь снова можно обнаружить зерна сверхновых и другие группы и так далее. И, наконец, еще один изотоп, опять же, возможно, для других зерен. Карбиды кремния, нитриды кремния, вы даже можете взять кремний, как только что. Вот здесь соотношение углерода 1213, снова логарифмическое, снова шкалы величин от 10 до -1, от 10 до 4. Здесь азот, здесь тоже безумная величина. Значит, иначе это опять будет только посередине. Мы снова можем видеть здесь разные группы. Например, здесь наверху это звезды ЭКП. Это, вероятно, из каких-то новых, это из сверхновых и так далее. Так что здесь, как мы уже упоминали, мы можем очень хорошо видеть, откуда берутся зерна, которые мы получаем. Найти в метроидах. Это состав прёйс солнечных зерен, и что с ними делать, просто проследить, из какого материала, из каких звездных циклов они на самом деле образовались. Прессованные зерна получил свое название потому, что они образуются в других звездах. Это не наше Солнце, это другая звезда где-то в нашей галактике, но уже довольно близко от того места, где позже будет Солнце, который тогда появился. Так вот, здесь возникли прёйс-солнечные зерна, и эти прёйс-солнечные зерна затем попали в межзвездную среду вместе с газовой пылью, другим материалом, более или менее всем, что также было получено из других звезд. И в этой межзвездной среде прёйс солнечные зерна подвергались переработке, то есть они испарялись и снова конденсировались. Но 3% материала в межзвездной среде сохранялось в виде прёйс солнечных зерен. И этот материал затем попал в журналы. Планетарный диск нашей Солнечной системы попал сюда и мог быть включен там в метеориты. Эти президентские зерна очень маленькие, как вы можете видеть здесь на следующих снимках. Первый раз это кремний. Карбид, то есть кремниевая крупинка, и как вы можете ясно видеть здесь, эта крупинка размером всего в микрометр или может быть в 2 микрона. И это уже довольно много для межзвездных зерен. Второе зерно здесь это наноалмазы, и масштаб здесь выше 25 ангстрем. Здесь на самом деле видны отдельные, так что это несколько наноалмазов, один из которых нарисован здесь. Вот здесь вы видите отдельные элементы угля.
Вещество алмаза, расположенное вот так. Следующее зерно графит, оно снова немного больше, может быть на несколько микрометров. Затем вот карбид титана, вот эти очень маленькие объекты, обозначенные стрелками здесь, так вот, вот так. И вот такой один внутри графита. Они тоже в нанометровом масштабе. Есть еще корунт, это примерно 1 микрометр. Он здесь такой плоский, потому что это происходит при вскрытии с помощью одного. Август, железный брус и, наконец, вот силикат. Так что на самом деле есть силикаты в виде ценовых солнечных зерен. Они были обнаружены совсем недавно, потому что чаще всего ценовые солнечные зерна обнаруживаются при растворении метеорита. У вас есть метеорит, метеорит попадает в кислоту, полностью растворяется, и то, что остается, это нерастворимые материалы, и это как раз те кремни. Капит, алмазы тоже, графит, титан, капит и корунт, эти вещества могут быть частично плохо растворимы в кислотах, и поэтому их можно обнаружить в остатке в виде наноалмазов. Между тем, с помощью методов СИМС можно найти и силикаты. И поэтому теперь можно обнаружить и эти силикаты. Наноалмазы или в целом президентские зерна чрезвычайно редки, как вы можете видеть здесь. Так что это обычное явление здесь внизу. Это всего лишь 10 максимум минус 2, начинается с 10 максимум минус 9. Так вот, это 7 порядков частот в промилле. И здесь вы можете видеть, что силикаты встречаются относительно часто. Вот два разных силиката, тоже оксиды, тогда алмазы встречаются относительно часто, и это что-то вроде кремниевого наконечника, графита или нитрида кремния. Довольно редко. Что здесь еще интересно, так это то, что показано, из каких источников получены эти ценовые солнечные зерна. Как я уже сказал, из других звезд. Здесь есть разные типы звезд, соответственно, разные жизненные циклы звезды. Однажды здесь что-то появилось из сверхновых, это этот СНЕ, затем из красных гигантов. Это ведь красные гиганты или звезды ЭКП. Это асимптотические звезды ветви гигантов, то есть асимптотические звезды-гиганты. И поэтому они являются основными источниками всех преискурантных солнечных зерен. Между тем, есть и другие теории столкновения рассеянных звезд, появления определенных вещей и так далее. Но это основные источники здесь. И вот как выглядят солнечные зерна по цене, и вот еще о частоте. Я показываю здесь два моделирования Мэтью Бейта, основанных на астрофизических моделях того, как могло происходить образование звезд в молекулярных облаках. Итак, то, что мы видим здесь, это молекулярные облака. Возможно, диаметром в 1 световой год. Мы также видим течение времени наверху и видим, что это тысячи, десятки тысяч лет. Все это происходит сравнительно быстро. Здесь внизу есть еще шкала плотности, построенная в логарифмических единицах. Чем она ярче, тем выше. Это плотность. И при определенной предельной плотности тогда образуется звезда. Мы скоро это увидим. Масштаб также постоянно меняется, просто потому, что плотность меняется на столько порядков, что приходится снова и снова ее сдвигать. Все это 3D-модель, и мы снова и снова видим здесь структуры под разными углами. А потом мы снова и снова можем обнаружить вот такие отдельные нити, вот, например, вот такую нить. И если, как я уже сказал, плотность превышает определенный предел, то здесь начинают формироваться отдельные звезды. И мы также видим, что это не просто отдельные звезды, которые образуются, а несколько звезд, которые формируются здесь. Формировать. И некоторые из них, одна из которых летит прямо сюда, на самом деле имеют диск снаружи. И это тоже то, что требуется. Нам нужен диск вокруг этих звезд, в котором впоследствии будут формироваться материал и планеты. Можешь. Но мы также видим, что не все звезды имеют диск, а только некоторые. И в некоторых случаях мы также видим, что диск относительно быстро затухает. И если мы посмотрим на шкалу времени здесь, то это затухание происходит довольно быстро, всего за несколько тысяч лет. Так вот, там внизу один улетает, а затем диск очень быстро затухает.
И нам действительно нужен такой диск на всю жизнь. Теперь еще один небольшой повтор, еще несколько деталей. И такое время жизни на диске, которое на самом деле должно составлять несколько миллионов лет, а не всего несколько тысяч лет. Так что это то, что показывает ограниченный выпуск таких моделей, но также и то, что там наверху сейчас мы наблюдаем за миром с более стабильным диском. Так что возможно это ограничение таких моделей, но также и то, что возможно некоторые диски просто испаряются быстрее. Но что важно, впервые можно получить некоторое представление о динамике в такой области расположения звезд, в которой образуется очень много звезд, причем не только одновременно. Один. И это показывает, что с этими дисками определенно есть звезды. Ты также видишь, что это довольно динамично. Здесь внизу снова звезда. Это снова повторение Эбена, где диск затем относительно быстро испаряется. И затем снова показано, что именно из этого единственного молекулярного облака здесь появилось все в звездах. И затем есть еще один новый расчет, это еще немного больший диапазон. Это касается не только звездной эволюции, как возможно у Солнца, но и того, как образуется целое звездное скопление. Так что там больше материала, больше. Объем и по идее здесь все снова работает одинаково. Как я уже сказал, из-за большего количества материала здесь сейчас образуется гораздо больше звезд. Так что все начинается с разных центров, где образуются разные звезды. Все это немного похоже на пену, и на границах раздела пены плотность достаточно высока, чтобы там могли образовываться звезды. И, конечно, под действием гравитации они также немного сжимаются и объединяются. Так что этот кластер затем объединяется, многие выбрасываются. Все они гравитационно летают друг вокруг друга, и при этом многие тоже вылетают. И это, конечно, уже не та область, где диски действительно могут образовываться вокруг звезд, потому что они просто слишком близко, и диски также быстро разрушаются. Как я уже сказал, сейчас речь шла не о ранней фазе нашей Солнечной системы, а скорее о том, как может образоваться звездное скопление. Но было бы неплохо получить некоторое представление обо всей динамике, которая может иметь место или которая обычно всегда имеет место при формировании звезд. Звезды имеют огромные различия в своих размерах. И довольно сложно представить это наглядно, но вот эта иллюстрация – это попытка. Внизу в углу изображена диаграмма Герцшпрунга-Рассела, используемая для классификации звезд. На оси X нанесена температура, а на оси Y ее яркость нормализована к яркости Солнца. Обе оси являются логарифмическими, и ось X чаще изображается в перевернутом виде, но это не должно быть проблемой. Главное созвездие звезд находится здесь. Здесь внизу белые карлики, а здесь звезды-гиганты. Все звезды в хит показаны здесь в их относительных размерах друг к другу, а также в их фактических цветах. Размер звезд указан здесь как радиус. Самая маленькая звезда, показанная здесь, это USB, и это звезда белого карлика, радиус которой немного превышает 6000 километров. И когда мы слышим это, 6000 километров, конечно, сразу же думает о Земле. Ее радиус также составляет чуть более 6000 километров, но на самом деле она даже больше, чем Сириус Б. Так что Сириус Б действительно меньше, чем Земля. Сириус Б, как белый карлик, тоже находится в конце своей жизни, то есть после того, как он взорвался в конце процесса ядерного синтеза, и следовательно он больше, чем Сириус Б. И следовательно Сириус Б, как белый карлик, также находится в конце своей жизни, то есть после того, как он взорвался в конце ядерного синтеза и пришел в себя. Другие звезды здесь, Шольц-Штерн, находятся в самом начале главной последовательности. Следующий затем Вольф-359, тяжелое поражение от замка здесь. Тогда следующий в основной серии. Затем идет Проксима Центавра. Это ближайшая звезда к нашей звезде. А затем вот здесь в главной последовательности появляется Солнце. Солнце почти в центре. Рядышком, но в целом это тоже довольно маленькая звезда, как вы можете видеть здесь. Затем это немного дальше со звездами вдоль основного ряда, затем Сириус, алкоголь и Спика, которые становятся все больше и больше с алкоголем или С. На Сириусе вы впервые пересекаете радиус в 1 000 000 километров. А затем одна из самых больших звезд, которые мы знаем, Бетельгейзе. Это та, что находится на самом верху, и ее диаметр превышает 1,2 миллиарда километров.
И в этой подборке, возможно, ты сможешь немного увидеть, насколько огромны различия. Например, если позже Солнце тоже станет звездой красного гиганта, то орбита Земли будет находиться внутри этого красного гиганта, который тогда будет Солнцем. И это сопоставление, иллюстрирующее огромные различия в звездных размерах. Астрономы, изучающие звезды, имеют очень фундаментальную диаграмму, и это диаграмма Герцпрунга-Весселя, названная в честь Герцпрунга и Весселя. На этой диаграмме можно показать эволюцию звезд и таким образом одновременно классифицировать звезды. Диаграмма существует в очень большом количестве различных вариаций, поскольку многие параметры звезд, масса, диаметр, температура и так далее взаимосвязаны. Для нас, конечно, будет достаточно, если мы немного узнаем основную часть этой диаграммы. И для этого мы возьмем это типичное изображение. Это изображение электронного Солнца, где здесь очень много всего. Начнем с того, что на осях по оси X показана температура, а по оси Y яркость. Яркость при этом всегда нормируется на Солнце. Обе оси являются логарифмическими, и температура повышается в этом направлении. К синему, потому что чем горячее что-то становится, тем больше все это становится голубоватым у звезд. Как я уже сказал, Солнце имеет яркость 1, то есть Солнце находится прямо здесь, где яркость равна 1. Температура может быть около 6000 кельвинов здесь или градусов, не имеет большого значения, разница в 200 градусов. Звезды обычно начинаются здесь, в нижней области диаграммы Герцшпрунга-Весселя, то есть примерно здесь, при низкой температуре и при низкой яркости. Со временем они становятся все ярче, все горячее и движутся в направлении, я покажу это немного ниже, чтобы было лучше видно, в направлении вверх. Вот почему вся эта серия называется главная последовательность. Именно на этой главной последовательности находится большинство звезд. Так вот, если бы вы нарисовали здесь все звезды, которые вы изучали до сих пор, то на главной последовательности здесь было бы абсолютно полно звезд. Теперь звезды могут иметь разные начальные массы. Есть легкие звезды, тяжелые звезды и так далее. И в зависимости от того, какая у них масса, они перемещаются сюда на разное расстояние. Чем они тяжелее, тем дальше они перемещаются вверх. И в какой-то момент в этом походе, как я уже сказал, в зависимости от массы, они отклоняются и продолжают перемещаться в этом направлении. И в процессе они становятся либо сверхгигантами, либо гигантами. И в этом регионе есть еще звезды ЭКП, которые являются асимптотическими гигантскими ветвящимися звездами. Они важны, потому что, возможно, некоторые из предсолнечных зерен, которые у нас есть, мы получаем из этих звезд и формируемся там. В конце их жизни, так что же происходит в этих звездах? В ядре происходит горение водорода, затем, в зависимости от его размера, могут быть другие горения, горение гелия, кислородное горение и так далее. И при этом целые звезды становятся все больше и больше. В какой-то момент все это перестает гореть внутри, все это рушится. Вот что происходит здесь, в конце концов все это рушится. И все это становится крошечным, опускается здесь, и звезды становятся белыми карликами. Они становятся белыми карликами. Они также могут стать нейтронными звездами или черными дырами, опять же в зависимости от их первоначальной массы. Меньшие звезды становятся белыми карликами, более крупные нейтронными звездами. Гигантские, возможно, тоже могли бы стать черной дырой. Наше Солнце тоже станет таким красным гигантом. Так что, возможно, Солнце переместится куда-нибудь сюда, станет таким красным гигантом здесь. Затем соскользнет сюда, а затем станет белым карликом в конце своей жизни. Если Солнце такое красное, то Солнце такое большое, что орбита Земли находится внутри Солнца. Это происходит примерно через 4,5 миллиарда лет, так что мы прошли половину пути. Самое позднее тогда у нас здесь будет сильное потепление климата. Но это примерно эволюция звезд. Для этого используется диаграмма Герцшпрунга-Весселя, и вы должны примерно знать эти несколько основных черт. Звезды с массами в 25 раз превышающими массу нашего Солнца. Солнце может пройти все стадии горения элементов. То есть они могут образовывать элементы вплоть до железа. Все происходит следующим образом.
Конечно, звезда начинается не так, как она изображена, но вначале здесь, в ядре звезды, происходит горение водорода, там, где сейчас находится железо. Через некоторое время и когда образуется много гелия, звезда переходит в горение гелия. Это не означает, что горение водорода прекращается, но затем горение водорода переходит в эту оболочку здесь, то есть в немного более внешнюю оболочку. Горение гелия происходит в ядре, а в оболочке дальше вовне происходит горение водорода. Происходит. Через некоторое время, когда много водорода превращается, например, в углерод, начинается горение углерода или цикл КНО. Это означает, что здесь происходит горение водорода, в оболочке происходит горение гелия, а в ядре происходит горение углерода, соответственно, в цикле КНО. И так далее, и оболочки продолжают выходить наружу, пока, как я уже сказал, когда вы видите такую массивную звезду, вы не видите, как она сгорает. Здесь образуется эта структура из луковой шелухи, в которой затем здесь снаружи происходит горение водорода. Происходит горение гелия, цикл 10О, горение углерода, кислородное горение, кремниевое горение. И в центре тогда, конечно, не горело железо. Потому что железо – это последний элемент, который образуется в такой звезде, но там больше нет горения. Что на самом деле произошло, так это то, что в центре больше не происходит синтеза. И это тоже причина, по которой это происходит. Все это занимает четверть секунды. В зависимости от того, насколько велики эти звезды, у них разное время жизни. И чем больше звезды, тем быстрее они сгорают и сжигают все, потому что давление просто очень высокое. И у них иногда продолжительность жизни составляет, может быть, всего несколько миллионов лет. В отличие от нашего Солнца, которое довольно маленькое, имеет продолжительность жизни чуть менее 10 лет. Миллиарды лет, так что огромная разница. Но и с нашим Солнцем это было бы. Оно не доходит до железа, оно доходит только до гелия, но как только здесь в середине оно достигает, топливо заканчивается. Так что железо достигнуто, больше нет топлива. Это также означает, что радиации больше нет. Когда элементы до железа производят энергию, когда они сливаются друг с другом. Эта энергия выделяется в виде излучения. Звезды излучают да. Это излучение изнутри звезды действует против силы тяжести, которая давит на центр извне. Если сейчас в центре образуется железо, и внезапно радиационное давление наружу исчезает, и этого гидростатического равновесия больше нет, но гравитационная сила все еще существует, ядро начинает разрушаться. Это называется ядерным коллапсом, и это, по сути, начало сверхновой. И поэтому все происходит быстро, потому что в тот момент, когда образуется железо, излучение прекращается, и внезапно звезда просто разрушается, и вы получаете эту сверхновую. И это фундаментальное построение звезд, особенно больших звезд. Ты очень хорошо это понимаешь и можешь очень хорошо рассчитать образование этих элементов в различных оболочках. И не элементов, а изотопов, а также их изотопных соотношений. И это очень важно, потому что мы наблюдаем, находим и измеряем в метеоритах досолнечные зерна, которые происходят в частности от таких звезд, и изучаем их изотопный состав. И затем можем соотнести это с этим, потому что определенные изотопные композиции соответствуют определенным условиям образования в этих разных оболочках, и которые должны были образоваться в этих разных оболочках. И здесь существует очень важная связь между космохимией, зернами, отмеченными наградами, которые мы затем используем в качестве индикаторов, и этими звездами. Но в целом речь идет о том, как звезды, особенно массивные звезды, в основном построены, и что здесь есть именно такая структура оболочки.